Итак, добрый вечер, дорогие мои друзья, подписчики. Сегодня мы в Национальной галерее, поскольку я обещал, что обязательно покажу представителям, подписчикам нашего канала, которые также живут далеко за пределами нашего региона. Хочу вам показать некоторые экспонаты, непосредственно касающиеся нашей истории. И показать вам национальную одежду, головной убор, также некоторые экземпляры оружия непосредственно нашего народа, касающиеся и нашей истории. Надеюсь, вам понравится, и вы оцените по-настоящему труд наших настоящих патриотов. Так, начнем, наверное, с петроглифов. Вот таких национальные петроглифы. Конечно, вы видели их на наших башенных комплексах. И вот так вот представление нашей национальной одежды, чтобы было видно, да? И так вот. Как представляю, да? И детскую одежду. И вот так вот, чтобы было видно всем. Такие экспонаты размещены в галерее. Я так думаю, завтра последний день. Вот и есть, конечно же, оригиналы, как видно, да? Есть оригиналы на специальных стендах. Также одежда, национальная одежда. Насколько я знаю, непосредственно сама национальная одежда шьется представителями непосредственно тех, кто делает эту выставку. Я вам показывал в прямом эфире непосредственно каталог. Вот. Национальная одежда. Видите, да? Все настоящее, не декоративное оружие, газыри, ремень, чтобы видно было, да? Головные уборы. Вот. Как говорится, вот такие различного рода. Вплоть до обуви, все по эскизам сделано, да? Национальная одежда, чтобы было видно. Видно. Это бурка. Шходу. Что все вот это. Детская одежда из волокна. Здесь щит и пистолет. Вот так. Все понемногу всех, чтобы заинтересовать. Все показывать. Все достопримечательности, конечно, видно, да? Мне хочется, чтобы нужно самому прочувствовать это, прийти, посмотреть. Вплоть до тросточки видно, да? Смотрите. И здесь, конечно же, национальная одежда наших сестер, матерей. Вот. Национальные костюмы чеченских женщин, девушек. Здесь автопортреты, чтобы было видно. Как же без нашей второй половины. Такая вот одежда у наших бабушек была. Да? Вот, как видите, вот такая вот национальная одежда. Но, насколько я знаю, тот, кто выставил данные экспозиции, они, насколько я понимаю, под заказ могут шить, у кого есть желание. И потом перейдем немного вот таким экспонатам, которые сделаны вручную. Конечно, всю красоту и изобилие, богатство данной работы не передать. Лучше прийти самому, посмотреть или... Вот. Все, как говорится, свое, родное, национальное. Вот такой экспонат. Здесь описание, паспорт, как видите. Серебряный пояс. Вот национальный
Она чеченское женское праздничное платье. Здесь так оно даже описано, чтобы было видно, да? Вот. Музей Чеченской Республики. Вот такие великолепные экспонаты, богатые, которые сохранились, которые восстанавливаются нашими мастерами, у которых золотые руки. Просто нужно любить свою историю, свою родину. И невозможного, как говорится, ничего нету. Каждый этот экспонат, насколько мне известно, восстанавливался вручную. Вот национальный войлочный ковер Истанг, написанная статья, видно, да? Здесь национальная чеченская одежда. Когда бывают такие выставки, конечно, желательно всем приходить и смотреть нужно. Это одно дело показать и рассказать, а другое дело самому увидеть. Вот посмотрите, какие прекрасные мастера были у нас. Вот. Это для пороха, если я не ошибаюсь. Это пистолеты кремниевые, холодное оружие. Это сабля, написано дорогому А.М. Чермоеву. Вот, музейные экспонаты. Это оружие, которые на тот период считались одними из самых лучших. Здесь паспорт, кремниевое ружье. Ну, все описание, то, что я вам показал по нумерации, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, чтобы было видно. Вот национальная мужская одежда, тоже описывается. Башлык, бишмет, черкеска. Кстати, вот насчет черкески мы нашли документы, что в некоторых документах эта черкеска, что называется, чеченка именно, а не черкеска. Так что тут вопрос, ну, общее название, как мы знаем теперь, у нее черкеска, бишмет, черкеска, мужской пояс, головной убор сверху, башлык, вот, и вот, чтобы было видно, и костюм. Вот такие вот экземпляры тоже в нашем национальном музее. Вот смотрите, описание его, красота. Это пояс, вместо козыри пояс. Вот такой вот национальный костюм. И вот так вот. Черкеска с козырями. Оружие холодное. Насколько я понимаю, это тоже по материалу полностью. Да, это оружие наших чеченских мастеров. Вы посмотрите на это великолепие. Какая красота. Вот. Но в книге Асхабовича есть, видели вы эти экземпляры, как раз имена вот этих мастеров, здесь написано Чилла, видно, если не ошибаюсь. Да, вот, и посмотрите, как раз все это оружие мы как раз таки видели на это. Ну и здесь утварь, прекрасная утварь, я надеюсь, чеченских мастеров. Да, по крайней мере написано, что это чеченских мастеров, значит так и есть. Вот так. И вот так вот, посмотрите. Итак, друзья, надеюсь, вам понравилось. Короткий экскурс на этом. Лучше я не стал более подробно вам показывать. Смотрите, где проходят выставки, посещайте галереи, музеи наши по максимуму. Нужно все увидеть самим воочию. Так все не покажешь, всю эту красоту. Это наше национальное наследие.